Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, а я сегодня буду делать вазу из воздушного шарика и гипса. Давайте приступать. Я использую гипс маркировки Г5, Г6 и наливаю воду в кастрюльку и добавляю гипс. Пропорция, как обычно, 1,5 части гипса, 1 часть воды, но если честно, я сюда добавляю гипса чуть больше, чтобы раствор не был слишком жидкий, иначе шарик крутить придется очень долго. Итак, разводим гипс, смешиваю я всегда вилкой или венчиком, чтобы комочки все разбивались. Беру бутылку и переливаю готовый раствор в пластиковую бутылку. Получается раствора, вот вы видите, я вам показываю, на каком уровне он у меня. Не так уж много. Если взять нижнюю часть бутылки, то это получается чуть меньше половины нижней части бутылки. Вот столько у меня раствора. Затем надуваю воздушный шарик до нужного размера и надеваю, закручиваю его и надеваю на горлышко бутылки в надутом виде. И тут же быстренько переливаю из бутылки раствор в этот шарик. Шарик завязываем и, не останавливаясь, начинаем крутить. Чтобы вам было понятно, на моем канале есть мастер-класс поделки из воздушного шарика и гипса. Посмотрите, там есть 5 аналогичных поделок. В каждом мастер-классе я рассказываю обо всех минусах, плюсах, какие возможны ошибки и как их исправить. Нужно постоянно крутить в одном направлении, в другом направлении, не останавливаясь. Если вдруг вы почувствуете, что раствор внутри сбивается в ком, пугаться не надо, паниковать не надо, останавливаться не надо. Вы просто резко начинаете трясти шарик, чтобы разбить этот ком внутри шарика. Поверьте, это реально, я тоже с этим сталкивалась. Раствор разбивается быстренько и снова продолжаем крутить. Когда вы почувствуете, что шарик в руках становится чуть-чуть как-то вот более упругим, хоть еще и мягкий, мы начинаем его устанавливать на стол. Раствор начинает быстро схватываться. Вот вы крутите до последнего момента, пока он не начнет схватываться. Потом нужно успеть поставить на стол, чтобы получилось вот такое плоское основание, как вы видите сейчас у меня. Тогда он еще успеет принять форму стола, и у вас будет четкое плоское основание. Затем оставляем на просушку, и после того, как шарик остынет, я его разрезаю и убираю в воздушный шарик. А теперь беру ниточку, привязала к ножу ниточку, чтобы было удобно прочертить круг. Вот и все. По кругу прочерчиваю ножом и снимаю крышечку. Вот такая у меня получается ваза. Теперь нужно ее обработать и привести в нужное состояние. Для этого я беру таз с водой и наждачную бумагу, достаточно грубую, чтобы вот эти все шероховатости, неровные края убрать легко. Поверьте, в воде это делать удобнее всего. Раньше я работала на сухую, когда попробовала с водой, поняла, что зря я раньше мучилась. На сухую гораздо хуже, много грязи, много пыли и гораздо труднее счищаются все эти шероховатости. В воде, конечно, совсем другое дело. После того, как обработали в воде наждачной бумагой, дали хорошенько высохнуть, я оставила на ночь. А теперь я беру массу для лепки на основе рисовой муки и начинаю делать декор. Декор у меня будет в виде грибов. Сейчас осень, тему грибов я просто обожаю, поэтому, конечно же, только грибы сейчас. Я хочу сделать 3 фрагмента с лепным декором, чтобы грибы были с 3 сторон и чтобы грибочки были разные. Итак, сначала делаю вот такие дуги, в виде дуги такие лепешечки полукруглые, изогнутые. Затем стеком делаю такие прожилочки, просто полосочки по всей поверхности. И приклеиваю, как вы видите, на вазу вот именно вверх вот этими лепешечками. Получаются такие древесные грибы. По крайней мере, у меня такая задумка. Делаю фрагмент из этих древесных грибов. Это самое простое дело, их делать совсем просто, элементарно. И приклеиваю весь лепной декор на клей ПВА. У меня столярный клей ПВА, очень прочный, очень быстро приклеивается и хорошо схватывается. Затем поворачиваю вазу, примерно смотрю так, чтобы декор был расположен симметрично с 3 сторон. И начинаю делать другие грибочки, вот такие маленькие, кругленькие. Окрашивать, конечно же, уже будем потом, когда все высохнет. Для этих грибов я беру кусочек массы для лепки, скатываю шарик в ладошках, а затем из этого шарика леплю как бы половинку грибочка, половинку шляпки, чтобы одна сторона была плоская, мне вот так удобно будет приклеить к вазе, а вторая сторона полноценная половинка грибочка, такая полукруглая, аккуратненькая. Ножки делаем тоже просто. Берем кусочек массы для лепки, скатываем валик в ладошках нужного размера и нужной длины. И с одной стороны я делаю этот валик более плоским. Наношу клей кисточкой и приклеиваю на вазу. Шляпки делаю разного размера.
Некоторые побольше, некоторые поменьше, некоторые совсем маленькие. И плотненько друг к другу вот таким пучком я приклеиваю эти грибочки, чтобы они были прям вот рядышком-рядышком. Кое-какие наслаиваются друг на друга, чтобы это было похоже на то, как это выглядит в природе. Ну вот, с этими грибами я почти закончила. А теперь беру кусочек массы для лепки, делаю такую овальную плоскую длинную лепешечку и приклеиваю ее внизу под вот этой связкой грибов. Затем беру острый стек, можно взять зубочистку. Острым стеком многократно прокалываю эту лепешечку, делаю много-много точечек таких, чтобы получилась такая шершавая поверхность. Это у меня будет зелень внизу под грибами. Далее поворачиваю мою вазу и приступаю к третьему фрагменту с лепным декором. Здесь у меня будут лисички, лепить их достаточно просто. Беру кусочек массы для лепки, делаю такую плоскую лепешечку с тонкими краями, не очень ровными. С одной стороны тоже делаю эту лепешечку более плоской, чтобы легко приклеить было к вазе. А затем делаю небольшую невысокую ножку, слегка зауженную к низу. И с помощью клея приклеиваю ее к шляпке. Можно в цельном виде сразу вылепливать, но мне удобно вот так. Отдельно ножку, отдельно шляпку. Потом их соединить. И вот это соединение ножки со шляпкой нужно сгладить. Просто пальцами аккуратненько разгладить массу для лепки снизу. И грибочек получается цельный. Вот и все. Вот я делаю стеком ямочки такие, слегка углубления в шляпках. И приклеиваю все это на вазу на клей ПВА. Рядом с этими лисичками у меня будут мухоморы. Мне они очень нравятся, не знаю, как к вам. Они такие красивые, замечательные грибы, поэтому я тоже хочу их сделать. Это у меня будет такая уже шляпка старого мухомора. Она у меня будет тоже плоская, не выпуклая. Так уж мне хочется ее изобразить. А остальные мухоморчики будут молодые, и они будут чуть-чуть другой формы. Делаем вот такую конусовидную шляпку и приклеиваю. В шляпке делаю сразу углубление обратной стороной кисточки, чтобы потом удобно было приклеить, вставить ножку, чтобы она плотно держалась и не было там никакого расстояния, никакой трещины. Ножку делаю внизу более толстую, вверху более узкую, такую слегка изогнутую, чтобы она была максимально похожа на то, как это выглядит в природе. Грибы не бывают идеально ровные, поэтому делаем вот именно так. Сделаю несколько мухоморчиков и несколько лисичек. Вот с этой стороны вазы у меня будет такая композиция. На шляпках мухоморов с нижней части не забывайте стеком также сделать вот эти прожилки, полосочки. На большой плоской шляпке я сделала точно так же. Пальцами сделала такой изгиб, краешек, подвернула его слегка и аккуратненько сделала вот эти полосочки, характерные для грибов. Добавлю сюда в эту композицию еще один маленький мухоморчик, делаю ножку и далее также беру маленький овальный кусочек массы для лепки, приклеиваю снизу, беру острый стек и начинаю имитировать зелень, траву под грибами. Делаю вот эти маленькие проколы стеком и далее еще приклею лепешечку, чтобы продлить, чтобы полностью под всеми грибами и под мухоморами и под лисичками была вот эта зелень. После того, как сделаем весь лепной декор, оставляем изделие на просушку. Я оставила на ночь, у нас сейчас достаточно тепло, поэтому масса для лепки высыхает быстро. Зимой, допустим, понадобится, конечно, времени побольше, хотя можно поставить возле батареи. Итак, у меня все высохло, я беру белую акриловую краску, разбавляю ее водой, чтобы она была не густая, а такая достаточно жидкая, и начинаю грунтовать свою вазу. Лепной декор можно грунтовать, можно не трогать. Я, допустим, буду окрашивать его сразу уже. А грунтую полностью всю вазу, причем и с наружной, и с внутренней стороны. Я в нее, допустим, не планирую наливать воду. В нее можно насыпать что-то, там положить, хранить и так далее. Я краской прохожу и снаружи, и внутри. Это служит таким грунтовочным слоем вместо готовой грунтовки. Хотя, конечно, если у вас есть грунтовка, вы можете использовать ее. А затем беру краску
краски. Красить можно любыми красками, хоть гуашью, хоть акриловыми, хоть акварельными. Я в данном случае буду использовать акварель и разбавлять все, что мне нужно, белой акриловой краской. Начинаю окрашивать мухоморы. Шляпки, естественно, ярко-красные. Затем делаем белые разного размера точечки, побольше, поменьше, чтобы это смотрелось более естественно. Ножки, чтобы их было видно на белом фоне вазы, я окрашиваю в серый цвет. А внизу сухой кистью просто точечными движениями наношу коричневую краску. Немножко коричневой, немножко черной, серой, чтобы это было вот более естественно, как внизу у грибов от земли запачканный низ. Дальше лисички мы окрашиваем таким желто-оранжевым цветом. Беру на кисть, наношу то немножко желтого, то немножко оранжевого, чтобы они были неравномерные, и окрашиваю. Зелень, естественно, делаю в зеленый цвет. Такой не яркий, а более такой травяной, как молодая зелень весной. Мне этот цвет очень нравится. Далее приступаю к следующим грибочкам. Они у меня тоже будут такого же цвета, такого желто-оранжевого, потому что мне хочется, чтобы грибочки были яркие. Именно поэтому вазу основу сделала белой, чтобы на ней очень хорошо выделялись все грибы. Итак, шляпки окрашиваем в желто-оранжевый цвет. Также оттенками добавляем кое-где более желтый оттенок на шляпку, кое-где более оранжевый, чтобы они были немножко неравномерно окрашены. Тогда это будет смотреться более естественно и появится глубина цвета. Низ ножек также беру сухой кистью, наношу коричневый цвет. И этой же кистью коричневым цветом делаю небольшие крапинки такой сухой кистью на шляпках грибов, чтобы это смотрелось более естественно, потому что на шляпках иногда бывают небольшие темные пятнышки и так далее. Докрашиваю оставшуюся зеленую травку в светлый такой бледно-зеленый цвет. Затем набираю на кисть коричневую краску, на сухую кисть, и наношу на краешки грибов, чтобы выделить их контуры. На древесные грибы точно так же. А затем еще сухой кистью чуть-чуть, буквально по поверхности, пройдусь по лисичкам и по древесным грибам сверху белой краской, чтобы также их выделить. И, пожалуй, на этом все. Вот такая ваза у меня получилась. Вот я вам показываю со всех сторон. А мне остается лишь покрыть ее акриловым лаком и хорошенько просушить. Вот такая круглая ваза с грибами у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится этот мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока!